Йошкар-Олы – один из самых необычных городов России. Расположен недалеко от Москвы и совсем рядом с Казанью. Городу более 400 лет. Когда-то он назывался Царево-Кокшайск. Со всех сторон Йошкар-Ола окружена бескрайними заповедными лесами и сотнями чистейших озер и рек. Сегодня это благоустроенный современный город, в котором находятся несколько IT-компаний мирового уровня. Город постоянно развивается, отстраивает новые районы, прокладывает дороги, сохраняя при этом очарование и уют небольшого города. Йошкар-Ола настоящая, такая необычная, яркая, живая и простая одновременно. А еще это люди, искренние, приветливые, настоящие, как и сам город. Этот город сочетает в себе невозможное: уют небольшого городка, развитую инфраструктуру и невероятно красивую природу рядом с домом. Мой ежедневный маршрут лежит через набережную. Просто там неподалеку живу, и я хожу на работу по набережной, и обратно точно таким же маршрутом возвращаюсь. И мне это место нравится. Одно из моих любимых мест в Йошкар-Оле – это бульвар Победы, поскольку я каждый день иду по нему на работу. И это клевое ощущение, особенно летом. Ты просто идешь, смотришь на красоту вокруг, кайфуешь, слушаешь музыку, и у тебя очень хорошее утро. Это покруче, чем такой ободряющий кофе по утрам. Мне нравятся еще дворики старые. Я их называю питерскими двориками, потому что архитектура, видимо, очень похожа. Дома с высокими потолками, обшарпанные, такие узкая улочка туда заходит. Тут в округе тоже есть несколько таких питерских двориков. В них приятно побыть. Я когда первый раз приехала в Йошкар-Олу, я ехала вообще проездом за грибами, и тут мы такие уже были недалеко, мы такие: давай заедем, ну давай. И вот я захожу на эту площадь, которая находится рядом с нами, и там такой закатный свет, он золотистый. И вот все вот эти здания, набережная Брюгге, она подсвечивает, и так как солнце садится, там получается такой вот переход. То есть от здания к зданию, вот этот такой золотистый свет. Это было реально очень потрясающе. У меня есть видео, есть фотографии, но я никогда не думала, что я буду здесь жить. Тут скорее суть не в самом этом месте. Правильно было бы, наверное, ценить свои ощущения, когда находишься в этом месте. То есть я обычно иду на работу либо с работы, либо у меня какая-то там прогулка с семьей. И я часто там просто размышляю. Меня не отвлекает там шум автомобилей, какие-то такие вещи. Я в эти моменты хорошо себя чувствую. Йошкар-Ола действительно удобно для жизни, если тебе важно не тратить много времени в дороге. Потому что здесь все компактно, все рядом. Например, до работы можно доехать за 5-10 минут, и это нормально. Нет больших пробок, рядом все необходимые магазины. Можно дешево жить в центре, при этом все рядом будет. По опыту моих друзей я знаю, что они платят в 2 раза больше, чтобы жить где-то, очень далеко. Им приходится на метро там добираться еще. Для них 40 минут – это просто базовая вещь такая. А у нас здесь так получается, что на работу мне дойти 10 минут, и времени у меня тратится меньше. Получается, у меня больше времени на работу, там больше времени на какое-то свободное время. Мне, наверное, это больше всего нравится. Я никогда не стоял несколько часов в пробке, говорю, что минут 5-7 я уже называю пробкой, я имею право позвонить, сказать, что я застрял в пробке, извините, я опоздаю. В целом можно не планировать свое время, наверное, добираясь откуда-то до куда-то, и если есть какие-то дела в городе, их можно делать моментально, это мне нравится. Ценно время. Моя жизнь организована так, что достаточно много времени я посвящаю каким-то делам вовне. То есть это либо работа, либо забота семьи, либо еще что-то. И мне лично жалко просто сжигать время на какие-то вещи совершенно непродуктивные, с которыми я вынужден мириться, долго куда-то ехать. Я вынужден с этим мириться, я не могу на это повлиять. Да? Вот Йошкар-Ола мне такие вещи экономит. Многие вообще живут за городом. Наверное, в этом еще преимущество, что можно иметь дом за городом, там в 20 километрах, и ездить на работу. Я знаю, что у нас в офисе есть такие люди.
Чего мне не хватает в Йошкар-Оле, я, наверное, сходу не скажу. Ну, то есть я не такой тусовщик условно, то есть клубы мне не нужны. Если говорить про то, что какие-то кафе, но у нас такая богатая палитра различных кухонь, да, от европейской до исконно-марийской. Здесь много чего еще нет, и это можно делать самому. Например, у нас здесь не было там митапов, да, для программистов. Вот мы взяли и сделали эту движуху. Все началось с того, как мы в один прекрасный момент просто взяли, собрали студентов и рассказали им что-то. Людям понравилось, мы решили собирать сообщество больше, собирать более опытных людей. Вот, и так у нас появились митапы на разные темы. У нас собираются отдельно разработчики, насколько я знаю, маркетологи собираются и так далее. Я не знаю, чего мне не хватает в Йошкар-Оле. У меня нет запроса к этому городу, ну появись тут что-нибудь. Я вижу, что времена меняются, и дела пошли лучше. Я помню Йошкар-Олу, как она была там 10-12 лет назад, когда я только приехал сюда, да, и как она поменялась за это время в лучшую сторону. У меня нет запросов сделать еще лучше. Я вижу тренд, он не остановился, он идет в сторону улучшения. Мне достаточно видеть. Есть какие-то моменты шероховатости, я к ним стараюсь относиться спокойно, свою внутреннюю психическую энергию на это просто не тратить. В общем, 3 вещи, которые мне устраивают. В Йошкар-Оле маленькое сообщество, но мы над этим уже работаем. Ну, потому что если мы это не сделаем, то не сделает никто. Раньше, конечно, были какие-то маленькие мероприятия, но мне кажется, что мы делаем лучше, и это здорово. Второе, хотелось бы аэропорт нормальный. Ну и третье, это моря не хватает, вот. Вспомнил. В Йошкар-Оле по сравнению с Казанью мне не хватает дорог. И первую, наверное, неделю я пристраивалась к машине. Ага, 12 регион, место, значит, он знает все ямы. И я за ним так тык-тык-тык-тык-тык все ямки объезжала. Да, есть проблема, например, плохие дороги, но у меня нет машины, поэтому особо мне судить не приходится. Если жить в центре, то вообще все клево и дороги хорошие. Вижу, что везде по городу идет ремонт. Не просто залатывают, да, а сейчас стали делать нормально, они снимают прям там половину улицы асфальта сняли, новый положили, хорошо. А Йошкар-Ола хороша еще и тем, что рядом по факту живая природа, то есть если как мегаполисы, они там растянуты, куча зданий, тебе, чтобы доехать до какого-нибудь там лесочка, подышать свежим воздухом, нужно опять-таки трястись в электричке, там в автобусе, то здесь достаточно 10 минут, и ты уже в Сосновой роще. Я себе присмотрела площадку для катания на роликах. Это аллея здоровья. Можно не выезжать из Йошкар-Олы и попасть на природу, потому что там действительно высокие деревья, там вот эта тропа, которая для пешеходов и для велосипедистов. Здесь есть и несколько бассейнов, причем они, рядом стоят. Посмотрел, что там много народа, пошел в другой. Я ходил на персональные тренировки там, в пару залов. То есть, ну, действительно, есть чего выбрать. Есть тренера нормального уровня, с этим все здорово. Ребята у нас в нашей компании, у них ежегодная традиция на сплав идти, по рекам нашим, на байдарках фигачить. Каждую весну собираемся, у нас тут несколько есть небольших таких речушек, которые постоянно вот такие извилистые, с достаточно быстрым течением, и каждый май собирается огромное количество людей здесь в республике, сюда приезжают из соседних регионов, там вся река, как лед сошел, и вторая волна пошла, вот эти вот все плоты, катамараны. Людям из других городов не какую-то визитную карточку города описывал бы. Я бы просто рассказывал на уровне ощущений. Он может там действительно поесть вкусную марийскую кухню. Обязательно я ему скажу, мы с тобой поедем там по всем озерам, покатаемся, порыбачим, поплаваем, я не знаю. То есть я ему буду продавать больше эмоций, нежели там какие-то статистические цифры. Мне кажется, то, что по эмоциям Йошкар-Ола довольно богатый город. Когда я в Москве, мне приходится подстраиваться под этот город, да. Вообще большой город, он всегда задает какие-то ожидания от человека. Если я приезжаю в Москву, вот это чувствуется. Я должен быть таким, каким Москва ожидает, что я был. Деловым, напористым, энергичным 24/7. Если ты не такой, тебя перемалывает. А Йошкар-Ола, она вообще не заявляет тебе никаких ожиданий. Она просто тебе говорит: парень, ты можешь приехать и быть таким, какой ты есть. Ты что-то яркое в себе принес, пожалуйста, будь таким, здесь место для таких людей. Этот город к тебе никаких запросов не предъявляет. Тебе не нужно переступать через себя или как-то меняться, чтобы быть таким же, как они. Нет, здесь в психологическом смысле гораздо комфортнее. Где-то года 2 или 3 назад я прочитал статью Пола Грэма, это основатель одного из акселераторов в Силиконовой долине. Он говорит: смотрите, я путешествую по миру,
обнаружил, что каждый город, каждая вообще местность, где ты живешь, она обладает своими какими-то уникальными чертами, и она эти черты накладывает на людей, которые там же форматируют людей. Говорит, когда ты приезжаешь в долину, ты чувствуешь, что здесь тебе нужно быть чуточку умнее самого себя. Здесь все такие умные, и ты тоже должен быть умным, да? Я стал размышлять, что же в этом смысле Йошкар-Ола. Если бы там Пол Грэм приехал в Йошкар-Олу, то как бы он ее понял? Я просто над этим размышлял несколько дней и сам себе на этот вопрос ответил. Йошкар-Ола – это такое место, где люди живут скромно, но с достоинством. Вот эта мысль, она пропитывает вообще все вокруг. Я пытался ее, проверял много раз, перекладывал ее на то, как тут жизнь организована, на то, какие люди здесь, на то, какое здесь культурное наследие или еще что-то. Вот такая она Йошкар-Ола. Самобытная и при этом с высокими технологиями. Контрастная.